Среда, 26 августа, Путин в Кремле. Недавно совсем состоялся его телефонный разговор с президентом Сирии Аш-Шара. Мы в ближайшие минуты дадим развернутое сообщение о содержании этого международного телефонного разговора. В течение дня у президента планируется целый ряд рабочих встреч. Одна из них будет с министром Антоном Алихановым, Минпромторг, одно из ведущих ведомств, огромная сфера работы, напряженная повестка дня у министерства. Обо всем этом, об итогах работы по полугодию пойдет речь. И другие встречи у президента будут носить непубличный характер. Какие у вас есть вопросы? BBC. Добрый день, можно вас? Только правда, можно, Дмитрий Сергеевич? Нет, секундочку, до BBC вот кто-то был, девушка была. Российская газета. Да, пожалуйста. Правда. Давайте, российская газета, пожалуйста. Да, спасибо. Дмитрий Сергеевич, а Путина уже проинформировали об итогах контакта с директором ЦРУ? Были ли они позитивные? И не могли бы вы прояснить, какого уровня контакты это были? То есть встречался наш директор СВР, директор ФСБ? Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Спасибо. По этой же теме можно? Давайте, Вопрос. пожалуйста. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, а вопрос такой, вот приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле? Спасибо. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Еще? Спасибо. BBC. BBC, пожалуйста. Спасибо. Стив Розенберг, BBC. Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих разговоров. Все-таки, что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? Да, мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал. Спасибо. Телеканал «Звезда», «Звезда Ньюс» можно? Давайте, пожалуйста. Да, спасибо большое. Дмитрий Сергеевич, вот уже второй бывший министр обороны Украины после отставки публично обвиняет украинских политиков в коррупции и фактически признает, что Киев проигрывает конфликт. Вот как Кремль оценивает эти заявления? Считаете ли вы, что это подтверждает системные проблемы в украинском руководстве, и почему в Европе не обращают на подобные заявления внимания, продолжая накачивать режим ресурсами? Спасибо. То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. Это первое. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку. Еще? Спасибо большое. Коммерсант, позволите? Коммерсант, пожалуйста. На фоне разговоров о Рэдклиффе, ждут ли в Кремле в ближайшее время визитов других высокопоставленных гостей США? Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было.
Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу. Еще, пожалуйста. И с другими высокопоставленными лицами, соответственно. Да, нет, по линии других ведомств я не могу говорить. По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано. Еще? РИА Новости, позвольте? Пожалуйста. Спасибо, Анастасия Кирсина. В Швейцарии признали отсутствие оснований для конфискации замороженных российских активов. Подскажите, пожалуйста, видят ли в Кремле признаки того, что европейцы возвращаются в русло международного права, и может ли позиция Швейцарии стать первым шагом к разморозке наших активов? А кто признал? Я просто не располагаю такой информацией. Кто именно признал? Это был госсекретариат Швейцарии по экономике. Ну, здесь нужно... Я не знаком, честно говоря, с этим решением, с этим заявлением, поэтому я ничего не могу вам сказать. Спасибо. Еще? Давайте тогда... Разрешите Урару? Давайте Урару, пожалуйста, заключительный вопрос. Да, спасибо большое. А можете рассказать, а что в Кремле думают о заявлениях Пашиняна, который обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев по ДКБ? Считаете ли, что оппозиция действительно этого добивалась? И с чем связываете такие слова премьера? И как вы можете прокомментировать задержание экс-президента страны Роберта Кочаряна? Считаете ли это решение политическим? Спасибо. Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении. Там проходят очень сложные процессы. Можно только выразить надежду, что все, что происходит, будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены права всех участников политического процесса в республике.